Всем привет, друзья! Сегодня у меня рецепт настоящих поволжских греблей. Греблям буду подавать сладкий суп-кисель. Называется он шниц-зуппе. Эти блюда не распространены у нас в Германии и ничего общего не имеют с национальной немецкой кухней. Это давно забытые рецепты немцев Поволжья. Так готовили наши бабушки. Блюда не требуют особых затрат, а получаются очень полезные и вкусные. Не только для взрослых, но и для детей. Готовятся они очень просто. Давайте приготовим вместе и не потеряем эти замечательные рецепты. В чашу отправляю 4 яйца. 2 столовые ложки сахара, 1,5 чайные ложки соли, беру с горочкой, яичную смесь нужно взбить в пышную пену. Продукты для приготовления греблей должны быть комнатной температуры. Все продукты должны быть одной температуры. Добавляю 500 грамм кефира. Кефир 1,5% жирности. «400 грамм сметаны. Сметана 24% жирности. Все еще раз хорошенько взбиваю венчиком, где-то около 3 минут. Высыпаем 1 килограмм муки. Я использую инстант мель, тюб 405. Высыпаю 3 пакетика разрыхлителя. В пакетике 16 грамм. Замешиваем тесто. Посмотрите, вот такое липнущее, очень мягкое тесто у нас получилось. Тесто нужно будет еще замесить. Для замеса я подготовила 300 грамм муки. Муку высыпаю постепенно. Вот, посмотрите, в итоге у нас получается липнущее тесто. Тесто очень мягкое, воздушное. Таким оно и должно быть.
Больше муки сюда подмешивать не нужно. Во время расстойки тесто станет еще гуще. Чистую чашу припыляю мукой. И выкладываю замешанное тесто. Тесту нужно будет дать отдохнуть где-то около 2 часов в теплом месте. Можно тесто приготовить с вечера и оставить его на ночь в прохладном месте. Чем дольше стоит тесто, тем пышнее получаются крепли. Чтобы тесто сверху не заветрилось, прикрываю полотенчиком. Пока отдыхает тесто, приготовим суп. Для супа мне понадобится 250 грамм сушеных абрикосов. Абрикосы нужно порезать тонкими полосочками. Чем тоньше нарежем полосочки, тем вкуснее получится суп. Суп по консистенции получается очень нежный. Теперь приготовим основу для супа. В кастрюлю с толстым дном отправляю 55 грамм кукурузного крахмала. 2 пакетика ванильного сахара. – 175 грамм сахара. Сухую смесь перемешиваю. Добавляю 1,5 литра жирного молока, 3,8% жирности. Сначала добавляю небольшое количество молока для того, чтобы хорошенько растворились сухие ингредиенты и потом не было комков. Молочную смесь ставлю на плиту. Смесь при постоянном помешивании довожу до кипения. И после закипания готовлю еще где-то около 2 минут. Суп получается в меру густой. Для баланса вкуса добавляю щепоточку соли. Порезанные абрикосы. И 2 столовые ложки изюма. Перемешиваю. Супу нужно будет дать настояться под закрытой крышкой. Этот супчик вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Прошло 2 часа, тесто хорошенько отдохнуло. Рабочую поверхность припыляю небольшим количеством муки. Выкладываю кусочек отлежавшегося теста.
Тесто мягкое, воздушное, липнущее. Вот так слегка обваливаем в муке и раскатываем в пласт толщиной 1,5 сантиметра. На тесто сильно скалкой не давим, иначе оно начинает липнуть, прилипать к скалке. Теперь беру резку для пиццы и нарезаю на полоски. Теперь беру полосочку и разрезаю ее пополам. Полосочку подлиннее на 3 части. Получается вот такой вот ромбик. В середине делаю надрез. Беру край ромбика и протягиваю через надрез. Вот получается вот такой креблик. Техника формирования очень простая. В середине делаем надрез, берем краешек, протягиваем через надрез, и получается вот такая красота. Кребли буду обжаривать в большом количестве растительного масла. Масло разогреваю на умеренной температуре. Если вам нравятся хрустящие кребли с хрустинкой, тогда катайте тесто потоньше. Я люблю мягкие, пушистые, воздушные кребли. Готовность масла проверяю с помощью деревянной палочки. Если возле палочки собираются пузырьки, то тогда масло готово к работе. Не разогревайте масло на высокой температуре, иначе кребли сверху начнут очень быстро поджариваться, а внутри останутся сырые. Как вы видите, я уже первую партию кребликов пожарила, у меня просто отключилась камера. Тесто очень удачное, быстро поднимается. Как только кребли подзолотятся на одной стороне, переворачиваем их на другую сторону. Я уже немножечко попробовала, вот посмотрите, какое мягкое воздушное тесто. Это очень вкусные кребли. Невозможно просто оторваться.
кребли при жарке в себя практически не впитывают масло. Очень воздушные, мягкие. А почему? Потому что я взбивала яйца. Очень важно взбивать яйца. Тогда выпечка получается невероятно нежной, буквально тающей во рту и долго не черствеет. Следуйте моему рецепту, и у вас получатся вот такие воздушные, ароматные, мягкие кребли. И вот таким образом буду поступать, пока не перепеку все кребли. В моем далеком детстве вот этот вот рецепт креблей было не так-то просто узнать, потому что все хорошие, удачные рецепты хранились в строжайшем секрете. Их передавали от семьи к семье. Но сейчас это уже все доступно. На просторах интернета можно найти отличные рецепты. Посмотрите, сколько креблей я напекла. Вот такая вот огромная порция. Суп немного остыл и стал намного гуще. Очень полезный, вкусный, ароматный. Давайте сейчас возьму отлежавшиеся кребли и покажу вам, как он выглядит в разрезе. Посмотрите, мягкие, нежные. Очень сложно описать вкус креблей в словах. Я хочу, чтобы на вашем столе были такие же вкусные, воздушные и ароматные кребли. Непременно попробуйте испечь. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.